Всем привет, я Юля Сайфан, художница. Продолжаю записывать процессы, листать свои скетчбуки с последовательностью безумца, потому что в нестабильной жизни вокруг меня, дабы ее упорядочить, я продолжаю публиковать каждую неделю. Поменяла грязную палитру на чистую, закрепила ее пластилином, чтобы не скатывалась со стола. Можно начинать. Краски гуашевые, кисть синтетическая. Иногда я беру маленький размер колонок. Сегодня я пишу полупрозрачно по бумаге для смешанной техники. Также для гуаши я часто использую акварельную бумагу. На ней есть фактура. Это бывает приятно писать полупрозрачно по фактуре. На обложке написано что-то наподобие Bioneo. Это китайская фирма. Плотность бумаги 200 грамм. По ней можно писать с обеих сторон. Сегодня я пишу двух купальщиц. Ракурс затылка. Намечаю силуэты, которые будут над водой. Собираюсь все простроить в холодной гамме, а в конце добавить для развлечения какие-то блики на воде, разноцветные, теплые. Волосы фиолетового цвета по той причине, что еще ничего не решено вокруг. Как только я продумаю воду, обдумаю все по пятнам, далее буду уплотнять эти волосы, и они уже будут не такие яркие. Воду начинаю откровенной веридоновой зеленой. Небрежно направляю мазки в разные стороны, чтобы придать движение, живость происходящему. Если вы бываете на моем канале, пожалуйста, подпишитесь. Чтобы оставить место для исправлений, вокруг силуэтов оставила белую бумагу. Тем более, что персонажи как будто против света, и где-то должен быть все равно блик светлый сверху головы. Делаю еще прозрачный слой сверху предыдущего, везде, где вода. Без чрезмерного усилия пишу все вокруг девушек. Мне тут не важно, чтобы было аккуратно, если что-то потекло, размазалось, испачкалось. Не имеет сейчас никакого значения. Если вы знакомы с моими работами, с моими процессами, я не пишу очень аккуратно. Я предпочитаю думать в процессе, накладывать пятна, а затем уже их шлифовать. По силуэту продумывать, как они должны быть. Для этого я беру карандаши и заштриховываю все, что является волосами, потому что это пятно, и оно должно работать по силуэту, по цвету это уже второстепенное. Беру для этого темно-синий, чтобы остаться в холодной гамме. Уже сейчас мне понятно, что оба силуэта волос, они слишком одинаковые. И нужно как-то это разбить, что-то из этого исправить, сделать меньше, больше. Работаю над профилем девушки, которая справа. Неважно, чтобы это не была взрослая женщина, а молодая девушка или девочка. Поэтому лоб я планирую сделать больше, чем остальная часть лица. Передвигаю плечи вниз, они слишком высоко, чтобы не казалось, что фигура сутулая, слишком должна быть шея видна. Прощупываю шею в обоих силуэтах, также плечи. Делаю текстуру, чтобы сверху наложить волны. У меня акварельный карандаш, не боюсь что-то испортить, потому что всегда можно смыть это кистью. Тем более, что в маленьких этюдах такого плана нет правильно и неправильно. Есть то, как вам хочется. По размеру моих акварельных карандашей можно понять, кто у меня любимчик. Штрихи в разные стороны. Все для того, чтобы немного создать волну вокруг персонажей. И еще, чтобы разбить эту однотонную зеленку вокруг. Все-таки это у меня вода, а не какой-то одноцветный заборчик. И уже пора избавляться от белого силуэта вокруг голов.
Далее я буду работать с силуэтами девушек, прописывать все вокруг лиц, все вокруг плечей, не забывая, что все, что вокруг персонажа, это вода, и она должна двигаться. Основные вещи по поводу этой работы я вам объяснила. Далее я буду исправлять девушку, которая слева. Мне не нравятся ее волосы, они точно такие же, как у той, что справа. Все окружение силуэтов по чуть-чуть я буду менять с движением воды. И, как я уже говорила в начале сегодняшнего видео, у меня появятся другие цвета в блеске воды. Вы наблюдаете полностью живой процесс. Я думаю, ошибаюсь, исправляю. Как видите, сегодня я начала без эскиза. Если бы я его сделала, тогда бы не провозилось так много с левым персонажем, с ее затылком, лицом, и в итоге я решила это лицо убрать. К силуэту девушки, которая слева, буду дополнять лицо. Была идея сделать ее в 3/4, но потом я от нее отказалась. Мне бы, конечно же, хотелось перед камерой думать быстрее, решать быстрее, но часто весь мыслительный процесс проходит у меня в голове. К кисти я прикасаюсь уже с готовым решением. Расслабляет простое, непринужденное рисование без стремления к совершенству. В маленьких упражнениях такого рода есть интерес. Это то, что заставляет брать новые листы и писать. Сейчас я подберу приятную музыку. Оставайтесь, смотрите до конца процесс. Не забудьте подписаться, поставить лайк, оставить комментарий. До встречи на моем канале.